Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Воскресенье, 5 февраля. Рад приветствовать вас на обзоре рынка криптовалют. Решил записать этот обзор в воскресенье, чтобы мы с вами могли в спокойном режиме подготовиться к началу новой торговой недели и понять, что произошло у нас в пятницу на графиках в связи с выходом новостей по поводу данных по безработице в США, а также количеству новых рабочих мест, исключая сельхозсектор. Но по традиции я предлагаю подписаться на все мои информационные источники, YouTube канал, Telegram канал. Помимо открытого канала у меня есть закрытый чат «Агрессивная торговля», где я динамично описываю происходящее на рынке, записываю закрытые стримы, делаю пояснения, даю актуальные точки входа в рынок в начале тренда, где у нас происходит динамичное общение между всеми участниками в отдельном чате. Кому интересно, пишите в личные сообщения, присоединяйтесь. Итак, давайте с вами определим. Во-первых, на прошлой неделе, в пятницу, нас ожидала важная новость, важная статистика по поводу рабочих мест. Количество рабочих мест увеличилось. Это значит, что экономика Америки еще далека от состояния рецессии. То есть создаются рабочие места, нужны кадры. Люди готовы платить больше зарплату, привлекать новых сотрудников. Это говорит о том, что чем больше людей работает, тем больше они получают доход и несут назад в экономику, приобретая тем самым товары, работы и услуги. Не совсем это положительная новость для Федрезерва, потому что инфляция напрямую связана с этими количественными показателями и данными по безработице. Во вторник в 20:40 мы ожидаем с вами выступления главы ФРС господина Пауэлла, который обозначит своей риторикой настроение Федеральной резервной системы и, возможно, планы их дальнейших действий. Посмотрим сейчас на графике, что происходит. В целом, неделя нас ожидает тоже достаточно сильно по новостям, но, скажем так, это больше новости в плане экономики, запаса сырой нефти, ну и так далее. Вы можете ознакомиться с ними на сайте investing.com в разделе «Экономический календарь». Так, давайте глянем быстренько индекс страха и жадности по биткоину. Значение жадность, да, говорит о том, что как бы фома у людей еще присутствует с такими ценами на криптовалюту. Поэтому можно ожидать в ближайшее время какую-то коррекцию, немножко остудить пыл, скажем так, участников всего рынка. Поэтому когда показатели переходят в жадность, это прямой, скажем так, намек того, что может нас в ближайшем будущем ожидать коррекция. Пока смотрим, наблюдаем, и давайте посмотрим на графике, что же у нас происходит. Индекс доллара США перед глазами, 4-часовой таймфрейм, обозначил такую интересную скользящую среднюю EMA 200 на 4 часах, которая является трендовой линией, которая говорит нам о том, восходящая структура тренда или нисходящая, или цена, когда приходит к ней, получает какую-то поддержку. Мы видим, что долгое время она выступала в качестве поддержки, отлично очень работает на протяжении длительного периода. В данный момент времени, после слома структуры тренда и появления нисходящей тенденции, несколько раз мы уже касались данного мувинга. Раз, два, три. Мы видим, что достаточно агрессивно подошла цена индекса к этим ценовым значениям. Я давно говорил, что индекс доллара просится на нормальную здоровую коррекцию от всего этого нисходящего импульса, который начался у нас от 114,5 пунктов. Если мы с вами замерим ход всего этого движения, где мы с вами можем ожидать какую-то коррекцию. Собственно говоря, 23 уровень, район 104 пунктов. Здесь же есть и зеркальный уровень сопротивления, который мы видим, это 103 пункта с половиной, будет выступать значительным ограничителем хода движения цены. Что можно сейчас ожидать по индексу доллара? Мы можем ожидать сейчас либо агрессивный пробой, закреп и восхождение выше, либо нас может ожидать какое-то коррекционное движение, условно говоря, какое-то такое, какая-то консолидация и, возможно, пробой вверх. Собственно говоря, сейчас сложно гадать, как оно будет. Сегодня ночью открываются рынки. В 2 часа ночи открывается Чикагская товарная биржа, в 3 часа ночи начинает торговаться
собственно, Азия, и открываются торги по фьючерсам, и по индексу доллара США появятся новые значения. Ну, по крайней мере, мы видим, что мы пришли к области сопротивления восходящего тренда. Структура нисходящая была сломана. Теперь у нас область поддержки находится на уровне 101 пункта. Ну и, собственно говоря, можно ожидать дальнейшее развитие коррекции. Собственно говоря, Пауэлл своим выступлением 7 числа задаст какую-то определенную дальнейшую тональность движения на рынке, поэтому будем смотреть, будем определять какие-то основные тренды, которые возникают. Собственно говоря, в пятницу мы видели возникновение такого неплохого вертолета на всех рынках, начиная от индексов. Значит, мы сначала видели резкое движение импульсное вниз, потом вверх. Ну, собственно говоря, день закончился для некоторых товарных позиций оптимизмом, некоторые сдали в своих позициях. Собственно говоря, что дальше с индексом US 500? Есть два варианта. Либо мы опять-таки сейчас идем на коррекцию ввиду того, что индекс доллара может пробить в восходящем направлении, значит, сопротивление и пойти выше. Соответственно, можно ожидать какую-то коррекцию по S&P 500. Если индекс доллара начнет откатывать вниз, соответственно, S&P 500 и многие другие активы могут пойти в восходящем направлении. То есть у нас есть пятиволновая определенная структура роста. Да, требуется какая-то коррекция, может быть возникнуть какое-то боковое движение. В целом, еще раз повторюсь, что определенный, скажем так, оптимизм в индексе доллара может задать определенную коррекцию на всех других товарных и фондовых активов, в том числе и на крипте. Мы видим, что у нас уровень сопротивления вверху это MA 100 недельная, она тоже является как бы ключевым фактором, последним сдерживающим рубежом перед последующим ростом. Более того, у нас есть с вами определенный локальный уровень сопротивления, который мы прошли. Сейчас цена откатывает, поэтому завтра во всеоружии, как говорится, включаем глаза и смотрим, как откроются рынки, для того, чтобы понимать дальнейшую структуру хотя бы на завтрашний день. Безусловно, пятничные новости предвидеть было сложно. Реальные показатели, которые выдали, очень сильно существенно отличаются от фактического. В 3 раза там практически повысились данные. Поэтому это вызвало определенное движение на абсолютно всех рынках. Давайте посмотрим, что у нас происходит с доминацией USDT. Доминация USDT, в принципе, тоже в пятницу. Значит, так, что у нас было пятница? Это дневные свечи. Давайте перейдем на короткие таймфреймы. Индекс, доминация, вернее, USDT, в отличие от индекса доллара, торгуется без перерыва. Собственно говоря, так, четверг, пятница. Опять-таки было резкие импульсные движения. В целом, как бы, если посмотреть, то локально наша, цена находится у границ нисходящего тренда. Вот 6,7%, уже неоднократно говорил про эту цифру, является рубежом, который сдерживает пока восходящее движение доминации USDT. Соответственно, пройдя этот рубеж, мы можем пойти выше. Область 7.20, 7.30 будет целевой зоной для коррекции по доминации USDT. Значит, повторюсь, что доминация USDT очень сильно влияет в целом на ценообразование на криптовалютном рынке. Когда доминация идет в восходящем направлении, соответственно, это вызывает реакцию на снижение на практически всех криптовалютных активов. Биткоин, эфир и другие альткоины. То есть они начинают снижаться. Мы видим сейчас на дневке, что мы находимся под 50-недельной нисходящей средней. Она выступает неким как бы сопротивлением. Но, тем не менее, будем смотреть завтра, как открываются рынки, для того, чтобы понимать, какая дальнейшая структура нас может ожидать. Либо это будет продолжение нисходящего движения по доминации, но тогда должна начать расти вся криптовалюта. Либо это будет какой-то боковик еще до речи Пауэлла 7-го во вторник. Возможно и такой исход событий. То есть небольшая коррекция на индексе доллара, соответственно, может вызвать какие-то небольшие колебания на крипте.
Что у нас происходит с доминацией биткоина? Биткоин, ну, получил, значит, остановку на уровне золотого сечения 61,8%. В данный момент времени мы видим зарождение коррекции. Ну, соответственно, я тоже говорил, что это можно было рассматривать как первую волну, дальше коррекционная АБЦ, реализовалась вторая волна. Сейчас можно ожидать похода вниз доминации по биткоину в рамках третьей импульсной волны. Соответственно, это будет очень сильно сказываться на ценообразовании, в принципе, всех криптовалют. Ну, смотрим, наблюдаем за этим показателем, понимая, что когда снижается доминация битка, деньги идут в альткоины. Так, предлагаю глянуть быстро, что у нас происходит с гэпами. Гэпы наши никуда не делись. Значит, в пятницу в эту Чикагская товарная биржа закрылась на отметке 23 545. Мы видим, что в текущий момент показатели цены находятся на отметке 23 150. Рынок не любит оставлять незакрытые гэпы. Да, этот гэп ближайший к цене, но закроет ли его сегодня или в очередной раз оставят, как они это любят делать в последнее время, мы, конечно же, не знаем. Самый существенный незакрытый гэп у нас находится на отметках 20 900. 19 900 фактически, да, то есть тысячный разрыв такой ценовой. Поэтому смотрим, наблюдаем, понимаем, что долг рано или поздно будет закрыт, как минимум с текущих отметок, ну не знаю, может напроситься неплохая коррекция, но опять-таки здесь надо в совокупности смотреть всех факторов, начиная от индекса доллара, доминации USDT, доминации самого биткоина. Завтра рынки будут давать более очевидные ответы, и я буду в своем телеграм-канале, значит, давать определенные комментарии по этому поводу. Что по поводу биткоина? Собственно говоря, пятиволновка как бы в действии. То есть была заходная первая импульсная, вторая коррекционная. Третья, эту волну можно трактовать как четвертую. Либо у нас еще будет в конечной диагонали сформирована пятая волна, которая может реализоваться, ну, неким восходящим движением, которое мы сейчас пока предположить не можем, да, но что-то такое. То есть, безусловно, искать лонги по биткоину сейчас достаточно опасно. Понимая, что рынок перегрет, давно перегрет, коррекций нормальных, здоровых не было давно, остались незакрытые гэпы. Непонятная ситуация сейчас с индексом долларом США, с товарными фондовыми активами, поэтому в этом ключе надо быть достаточно аккуратным. То есть искать, выдумать сейчас себе какую-то позицию и с надеждой поехать куда-нибудь там в зону 25 100, 25 200, да, это может случиться, но очень много но. Я думаю, что в ближайшее время мы поймем соответствующую структуру, которую нам будет рисовать рынок. Ключевая поддержка сейчас находится на отметке 22 300. Между ними вилка идет 22 300, 21 700. Это область непроторгованных объемов. Вот это прекрасно видно на этом графике, что у нас здесь фактически пустота. Соответственно, если рынок будет поглощать нисходящим движением вот этот весь рост, который у нас был, то, скорее всего, нас будет ожидать пробой 22 300 и спуск на 21 700 долларов. Да, сегодня, кстати, в воскресенье рынок нетипично сделал нисходящий импульс. Опять-таки у нас на выходных формируются уровни, которые начинают торговаться. И я вчера обозначал это в закрытом чате своем, значит, о том, что у нас был сформирован, так, сейчас я сдвинул его, ну вот фактически зона была, значит, низ это 23 200, вверх 23 600, то есть мы торговались, отделились в пятнице фактически в этом диапазоне, упали, сейчас сделали импульсный прокол, сбили стопы. Фактически цена может в данный момент времени начать восхождение, чтобы закрыть гэп на уровне 23 525 долларов по Чикагской товарной бирже. Соответственно, в выходные дни торговать никому не предлагаю, потому что волатильность, как всегда, низкая. Но мы видим, в моменте существуют прострелы, когда большинство участников рынка отдыхает, совершить какую-то манипуляцию гораздо легко.
Что я хотел показать по сервису, который предоставляет стаканы ордеров. Мы видим большую плотность у нас в районе от 25 тысяч фактически до текущих цен. Но основная преграда стоит на отметках 23 800, 24 500, 25 тысяч. То есть пока зрительно держит блоки в стакане ордеров, показывая, что, ребята, мы его сюда не пустим. Более того, снизу подперли, мы видим 174 монеты, 23 тысячи, 22 800, 167 монет, 22 500, 120. Ну и здесь достаточно большая преграда, которую пока пройти будет крайне сложно. Это стоят реальные блоки в виде реально живых монет. Естественно, крупный представитель может в любой момент это снять. Но мы видим опять-таки вот этот ключевой уровень 24 500, 21, простите, 500, которая находится снизу. И мы только что смотрели, что там, ну, опять-таки, это ключевой уровень, от которого цена неоднократно отбивалась, шла вниз. И сейчас мы его пробили, но не делали ретест. Соответственно, эта зона тоже является зоной притяжения для того, чтобы туда запустить какую-нибудь коррекционную фазу. Если мы посмотрим по числам, по уровню Фибоначчи, замерим весь этот импульс, то мы можем увидеть, что 22 400 является зоной важной, мы только что обсуждали. Следующий уровень 38, 21 200, потом идет 50 уровень, 20 300. Ну, все эти зоны ключевые, то есть под ними, естественно, стоят свои зоны стопов, то есть под каждым из этих уровней. Давайте вернемся на живой график. Мы видим, что стоит, в принципе, тот, кто лонговал эти уровни и пытался зацепиться, конечно, у нас есть под каждым этим лоем есть те стопы, которые интересны для снятия. Я уже не говорю про то основное импульсное движение начинает 17 тысяч, фактически зона имбаланса, непроторгованных объемов. То есть мы ушли, и эта зона также является ключевой для того, чтобы покупатель пришел и протестировал эту зону. Да, я ожидаю развития коррекции после окончания пятиволновой структуры. Будет ли эта коррекция глубокая, ну, в виде зигзага, АБЦ, либо там нам предложат какие-то другие варианты, будем смотреть. Итак, если мы на дневном графике возьмем здесь, начертим эти уровни FIBA, которые, в принципе, у нас являются очень важными для коррекции. То есть эти все зоны, мы видим, что под каждым уровнем стоит определенная зона стопов, которая будет являться привлекательной для снятия ликвидности на рынке. Собственно говоря, еще раз повторюсь, что в данный момент времени искать локально лонговые позиции не стоит. Да, в рамках дня можно какие-то подлавливать движения, отлавливать движения по price action или по каким-то паттернам, но, собственно говоря, в последнее время становится достаточно тяжело торговать внутри дня. Во-первых, прошлой неделя вся была новостная и очень волатильная, поэтому снимали стопы в две стороны. Значит, какие-то найти более уверенные точки входа достаточно сложно в рынок. Поэтому можно для консервативной торговли дождаться какой-то вменяемой коррекции. Безусловно, шортить сейчас тоже не стоит этот рынок. Когда рынок растущий, шортить его это смерти подобно. То есть вопрос времени, когда может прийти за вашим стопом. А за ним обязательно придут когда-нибудь. Давайте посмотрим, что у нас происходит с эфиром. Эфир, в принципе, такая же сформирована структура. Первая волна, вторая, третья, четвертая. Не знаю, в рамках ли комплектации еще идет, или она уже комплектована в этом месте. И в дальнейшем мы можем ждать какую-то пятую восходящую волну. Ну, соответственно, опять-таки, пока график не дает четкого ответа и четкой структуры своего продолжения тренда, ну, то есть у нас сейчас происходит некое накопление, мы можем накапливаться еще достаточно длительное время, график может совершать какие-то выходы в две стороны, сбивать стопы за верхом, за низом, соответственно, пока, скажем так, пока не появилась какая-то определенная импульсная формация, которая будет давать нам ответ, куда же собирается идти рынок, то входить достаточно опасно. Давайте посмотрим по эфиру, какие уровни коррекции можно ожидать на данный момент времени. Ну, соответственно, 1580, 1500, 1430. Мы видим, что у нас здесь тоже огромная полка непроторгованных объемов, которая будет выступать тоже интересующим фактором для представителей крупного капитала. Здесь у нас основная поддержка сейчас находится на уровне 1325. Это своего рода зеркальный уровень, поэтому цена с большой долей вероятности может прийти к этому уровню, протестировать
там и закрыть непроторгованные объемы, и заодно протестировать покупателя в этой зоне. Безусловно, начало тренда, начало всего импульса зародилось от 1200. Нельзя исключать и варианта похода в эту область ценовых значений, но опять-таки говорить пока об этом рано, пока график не дает соответствующего подтверждения. Формации на дневных свечах еще пока идут лонговые. Структура тренда четко прослеживается восходящая, поэтому, скажем так, выдумывать себе шортовые позиции по этим инструментам, по биткоину в частности и по эфиру, достаточно опасно и для вашего, прежде всего, депозита. Особенно если вы не умеете торговать и использовать плечевую торговлю, то маржинальную, то это очень все может печально и плачевно закончиться для всех. Я думаю, что основные акценты, значит, я расставил. Опять-таки, ждем открытия рынков, ждем более внятного ответа от многих показателей, которые влияют на дальнейшее ценообразование. Ну, соответственно, мы сейчас находимся в области высоких ценовых значений, поэтому рисковать и выдумывать себе позиции без нормальных внушительных коррекций достаточно опасно. То есть мы понимаем, что за каждым блоком покупателя стоят зоны стопов. Соответственно, в интересах представителя крупного капитала всегда сходить за этой ликвидностью и добрать актив в свой портфель. Поэтому будьте аккуратны, будьте осторожны, соблюдайте money и риск менеджмент. Все, господа, желаю всем хорошего дня. Значит, ждем открытия рынков. Ну, всем профита, всем пока. Дальше общение все в рамках телеграм-канала.